Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Чем ты бесишь недоброжелателей? Что именно в тебе их раздражает? Для начала делаю вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, помним, расклады общие. Воспринимайте информацию скорее как совет карт, а не как призыв к действию. Вы, только вы, творец своего счастья. Итак, какая девочка пришла на расклад? Ух ты, что-то у нас тут токсичненько. Обстановочка в доме какая-то токсичненькая. Может, с кем-то ссоры, выясняйте отношения. Может, наоборот, напряженное молчание. Может, у кого-то полоса в жизни, да, вот именно связана с домашними, семейными какими-то делами, взаимоотношения. Может быть, здоровье у кого-то. Может, кто-то приболел из домашних. Сейчас будем уточнять, какая девочка пришла на расклад. Так, что за токсичность дома? Что ж такое? Ну, девочки, у кого-то мне сразу вышел карта воин, мужчина. Связана с такая какая-то напряженная обстановочка в дом. Может, с мужчиной, может, ваш избранник, может, это у кого-то не обязательно там ваш супруг, да, или партнер ваш, у кого-то это может быть папа, у кого-то. Ну, почему-то мужчину мне показали. Карта воин, карта сущность. История тут скорее о проявлениях со стороны какого-то мужчины. Мужчина-воин — это разрушитель, он не созидает, он разрушает своими поступками, своими словами. Карта сущность, может, какие-то очень некрасивые проявления, как будто человек особо не задумывается о том, что он может ранить, нанести вред, разрушить взаимоотношения. Как будто может вести себя вот по-свински прям, извините, некрасиво сказала, он так и есть. Токсичненькая, агрессивный, манипулирует, может какие-то едкие такие словечки говорить, такие болезненно, то, что для вас, оно вас задевает. Вот мне об этом почему-то показали. А на вас характеристика, карта, смотрите, карта скука, карта эмоций и святая вода. История о том, что, скорее всего, эмоционально-чувственная сфера сейчас, ну, не совсем закрыта, не закрыта. Вам бы хотелось, может быть, больше нежности, любви, поддержки. Но этого не хватает. По святой воде, если есть в вашей жизни сейчас какая-то любовная история, то, скажем так, карты показывают, что в идеале бы то ли как-то по-другому проявляться, то ли как с чистого листа начать бы, по идее. Будто бы вам бы хотелось по-другому, может быть, других взаимоотношений, даже так. Как будто бы дать себе шансы прожить вот любовную эту историю. И хотелось бы, чтобы результат был другой. Вот мне прям так идет. Так, сама по себе очень яркая, харизматичная, на вас обращают внимание многие, энергетически наполненная. Многие хотят этой энергией подпитаться. Талантливая, все сюда же. Мужчины, повторюсь, обращают на вас внимание, но тут показано, знаете, как, может быть, наряду с тем, что вы понимаете, что мужчины обращают внимание, но показано, как вот свинью вам подложили, притягиваете каких-то вот тут павлинов самовлюбленных. Мужчин, которые, может быть, привыкли к этим восторженным взглядам женским, к обожанию. Мужчины привыкли к тому, что их ставят на пьедестал, больше как потребители. Вот тут вот мне так идет. Может быть, действительно вы понимаете, да, я привлекательна, да, вокруг много мужчин, и они там могут говорить комплименты.
и обращать внимание, но проявление их по факту, как будто бы вы думаете, да мне такое не устраивает, зачем мне? Зачем мне связывать жизнь вот с такими мужчинами, которые тут больше о себе для себя? У вас показана необходимость, вам очень хотелось бы по вот этой карте нежность, вам бы хотелось вот такой какой-то нежности, каких-то таких чистых, знаете, как в 15-16 лет, вот порывов, проявлений, искренности, вот такой вот вам бы хотелось. А то, что вы встречаете, вот тут видите в мужчинах, вот, ну, где-то это эгоизм, самолюбование, где-то как зацикленность на своих проблемах. Вы говорите, да мне такое не нужно, зачем мне это? Ну, вот тут показана вот эта карта, это карта нежность, влюбленность, романтика и карта потери. Это история о том, что сейчас, скорее всего, вас мало что, ну, так вот как будто бы цепляет, а вам бы очень хотелось, может, повторюсь, вот этой какой-то чистоты, искренности. Потеря, утрата. Тут, видите, изображен как фантом мужчины, который держит женщину фактически как за горло, не отпускает. Какая-то история из прошлого, как незакрытый гештальт. Тут женщина сама, это привидение, этот фантом, она поддерживает. То есть где-то она тоже цепляется за эти воспоминания. Может быть, какого-то мужчину из прошлого вы постоянно вспоминаете. Может, во снах приходит. Опять-таки, у кого-то тут даже, видите, поверх этой женской фигурки, тут уже мужской силуэт. То есть у женщины вполне возможно есть еще, в принципе, на данный момент может быть уже другой избранник там, или в перспективе другие взаимоотношения. Но память про этого бывшего, она как вот держит за горло, накладывает отпечаток на все нынешние взаимоотношения и те, которые будут даже. Вот тут вот все об этом. Чтобы не отпустила, хотя может быть, там и говорите, да все, я забыла, прожила. А эта карта мне говорит о том, что, видите, этот фантом, он присутствует в жизни. Он, опять-таки, можете всех мужчин сравнивать с этим прежним. Может быть, даже какие-то черты во внешности, да, или там в проявлении, там уж не знаю, может, тембр голоса. Вот где-то забыли вроде бы, да, тут какой-то мужчина, новое общение, и вы как знаете, как очнулись от какого-то сна. И такие, ого, да, такой взгляд, как у этого бывшего, там, или тембр голоса, или походка. Вот тут что-то такое может как триггерить, постоянно как возвращаться вы к этому можете. То есть оно где-то еще не прожито. Может быть, как отодвинули, задвинули там, да, куда-то в каморку, а оно оттуда периодически вылазит и говорит, привет, да. Так, вообще-то мы смотрим на вас, да? Так. Тут вообще показана женщина, которая, в принципе, настроена идти вверх по лесенке, развиваться, да, знаете, понимаете, что хотите этого развития. Может быть, даже хотите, правда, все эти истории закрыть, оставить в прошлом. Но по карте Луна тут и карта Крест, это не совсем вас отпускает. По Луне это получается история мутная, много вам непонятно из этого прошлого. Может быть, даже непонятные мотивы, почему там расстались, почему случилось именно так. Отчасти кто-то хотел бы вот в этом разобраться. Карта Крест, тут, знаете, как будто бы уже это случилось, сложилось, как будто бы уже идет где-то осознание принятия, опять-таки, этой всей ситуации, где-то даже оплакивание этого всего. Но, повторюсь, вот как будто бы много тайн, недоговоренностей. Может, до конца не так и не смогли вы понять, кем вы являетесь в жизни этого мужчины, кем он является для вас. Вот тут вот так. Такая сигнификация ваша. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, чем ты бесишь недоброжелателей, что именно в тебе их раздражает? Чем вы бесите этих ваших недоброжелателей? Что именно?
бесите вас, их раздражает, их тонкую душевную организацию. Чем вы бесите недоброжелателей? Что именно вас раздражает? Чем бесите недоброжелателей? Что именно вас раздражает? Чем вы бесите недоброжелателей? Что именно вас раздражает? Добавим эротики. Что именно бесит недоброжелателей вас? Что именно вас раздражает? Так. Чем бесите? Что именно вас раздражает? Смотрим. Чем вы бесите недоброжелателей? Ой, так. Первая карта. Так, вот так, да? Ох, но тут недоброжелатели женщины, я вам сразу скажу. Очень много женщин. Они вас считывают как довольно-таки сильную, конкурентоспособную соперницу, да, даже можно так сказать. Тут все больше об этом. Так, чем вы бесите? Знаете, может быть, многие знают из ваших там этих недоброжелателей, тут больше женщины, повторюсь, то, что в вашей жизни были, допустим, времена не очень приятные, тут связаны с разбитым сердцем, разбитые ожидания, может быть, иллюзии разбитые, карта депрессии, тут карта, говорящая о том, что это уже было, это уже у вас прошло, у кого-то созависимые отношения, у кого-то, может быть, как ваше разочарование, в принципе, может быть, в каком-то окружении. Тут больше как мужской, да, такое, как будто мужчина, женщина. Но у кого-то элементарно могут считывать, допустим, вы разочаровались там в ближайшем окружении. Может быть, там рабочие какие-то взаимоотношения, да, вы рассчитывали, что у вас, допустим, там, где вы работаете, много друзей, да, и вы считали их искренними людьми, да, а потом как разочарование было. Но тут показано, что чем вы их бесите, тем, что сколько бы вам не пытались тут нанести вред, да, загнать вас в эту какую-то депрессию, да, может быть, нагадить элементарно, может быть, какие-то сплетни, еще что-нибудь. Тут по карте штурвал вы довольно-таки уверенно, по их мнению, можете управлять собственной судьбой. Как будто бы вы вовремя сориентировались. Может быть, тут карта зависимость, видите? Тут мужчина какой-то на ходулях идет, но он сам по себе проблемный, и женщина за ним куда-то бежит. То есть тут как будто бы женщина не управляет своей судьбой, она зависит от этого мужчины. Давайте так, не привязываться тут именно к взаимоотношениям мужчина-женщина. Тут, в принципе, может быть, пытались вас, скажем так, подчинить, пытались, может быть, какие-то, уж не знаю, тут у каждого свои моменты были, как будто бы заставить вас чужую игру вести, да, проигрывать чужую жизнь, проживать чужую жизнь. А тут бесите вы тем, что вы, вполне возможно, перехватили вот этот вот штурвал, да, это как управление собственной судьбой. Вы для себя четко, может быть, в один момент осознали ваши потребности, ваши какие-то приоритеты в жизни. И, может быть, перестали отыгрывать вот их там какие-то надежды, ожидания, да. Это как будто бы женщина довольно-таки осознанная. По карте Лилия привлекательна, бесите тем, что внешне привлекательна, харизматичная, очень привлекательна для мужчин. Танец любви. Вас видят женщина для любви. Не просто там для
ну, понятно, там каких-то легких интрижек, там на одну ночь, да, позабавиться. А тут вот карта всадник — это примчаться, при этом по танец любви, любовь, зажечь любовь в вас. Вы можете зажечь любовь вот в мужчине. Тут я говорю, вас как сильную соперницу воспринимают. При этом тут вы ревность вызываете, и кажется этим недоброжелателям, женщинам, что у вас тут прям какие-то магические способности. Карта приворот, карта ревность, вплоть до того, что они думают, что если бы вы захотели, вы можете тут и, допустим, увести даже. Вплоть до такого. Ну, другое дело, захотите вы или нет. Просто говорю, потенциал они ваш этот видят, считывают. Другое дело, что вам это не нужно, тут почти 100%. Так, бесите недоброжелателей. При этом, знаете, бесите еще тем, что это вообще для них тут как будто бы как красная тряпка для быка, да, как будто бы вы показываете, не особо-то я и заинтересована там в каких-то мужчинах, не особо я и заинтересована там в каких-то там проявлениях. Тут как будто бы, объясню, тут они могут, вот женщины, тут какого-то мужчины, вплоть до того, что добиваться, вокруг него там ходить кругами, прикладывать усилия для того, чтобы ему понравиться, а по их мнению, вам вообще это легко очень все дается. Более того, вы тут можете вот по этой карте королева воздуха, смотрите, тут женщина повернулась пятой точкой, да, задрала эту юбку и показывает свои прелести и говорит, да нафиг, если меня не устраивает там какие-то проявления, я развернусь, вот все вам показала, все, что хотела. То есть вы не цепляетесь ни за мужчину, ни за как будто бы особо тут, ну, какие-то моменты, скажем так, то, что для других ценно, то, ради чего они готовы тут, может быть, другие женщины, даже, ну, не знаю, где-то как-то унижаться, где-то, может быть, идти на сделку с совестью, где-то какие-то компромиссы. Тут вот их выбешивает то, что вы, им кажется, легко разворачиваетесь и уходите. И при этом мужчины в вас все равно заинтересованы. Тут мужчин, даже благодаря этому вы вызываете, тут вот эта карта эротическая, как будто бы мужчины о вас мечтают. Ну, лакомый кусочек. Вот благодаря даже этому, вот как-то так вот. Ну, карта Луна. Знаете, бесите недоброжелателей тем, что до конца вас просчитать не могут. Вы все равно загадка. Вы все равно и для мужчин вы привлекательны. Но тут по карте Луна, тут чем больше с вами общаешься, тем больше вопросов. Тут не простая, тут не простушка, да, как и не пустышка, не глупенькая. Много как будто бы им кажется, вы специально утаиваете, как будто бы у вас осознанно много тайн. Осознанно вы эти тайны скрываете, вот тут вот так. То есть много вопросов, а вы не спешите как будто бы на них отвечать. Вот так, вот этим бесите. Тут даже за счет того, что они вас, ну, не знают до конца, вы даже можете искренне отвечать на вопросы, но тем не менее вопросов все равно еще накапливаются, и их еще больше становится. Может быть, даже, ну, понятно, вы не все о себе рассказываете, а тут какая-то информация о вас всплывает, и они такие подофигевают, да, а я и не знал, или не знала, а вы думаете, а что я тебе обязана была что-то про себя рассказывать, я никому ничего не должна и не обязана. Вот такое тут. Ну, бесите даже тем, что из-за вот как незнания, в общем, из-за того, что они не владеют какой-то информацией о вас, даже какие-то манипуляции там в вашу сторону, провокации, какие-то планы даже простраивать, им тяжело, им трудно до конца разобраться, какая вы. Ну, по Луне тут так. Так, это бесите доброжелателей. Еще
еще очень бесите тем, что, повторюсь, как будто бы вы особо не прикладываете усилия для того, чтобы нравиться мужчинам. Как будто бы особо вы не ждете ничего от них и не цепляетесь, и понятно за них. А они к вам такой интерес проявляют. Ну, это подбешивает вот ваших этих женщин-недоброжелателей. Так, что именно вас раздражает? На прямых. Так, что именно раздражает? Раздражает то, что если в прошлом, повторюсь, какая-то история, тут карта динозаврик, это прошлое, было у вас неустойчивое положение, у каждого свое, у кого-то это взаимоотношения там с партнером, да, мало ли там на грани развода или непонятные какие-то, у кого-то это рабочие взаимоотношения, да, при этом как будто бы окружение такое было, такое себе, да, какие-то вороны рядом тут каркают, в любой момент они взлетят, улетят, между собой договорятся, приземлятся. А вот эта женщина, то есть вы, получается, вы в любой момент могли шандарахнуться вниз и пострадать. То есть какие-то тут за вашей спиной вполне возможно были заговоры, склоки, интриги. Это все сюда. И это все было, это в прошлом. Может быть, даже вот эти недоброжелатели, они же это все анализируют и думают, да, вот это было там, и попытки, может, вас вот приземлить неудачно. Но вот несмотря на все этих недоброжелателей, несмотря на все их там какие-то интриги, заговоры, тут по карте гармония женщина взяла себя в руки, успокоилась, может, сама себе как карманный психолог, может быть, переоценка ценностей у вас произошла. В любом случае, они видят вас вот тут гармония, гармоничная, осознанная, спокойная, вообще, как, хотел сказать, невозмутимо, как мамонт, да? Будто бы вообще вы не касаются их какие-то там, может, склоки, выяснения отношений, вы как хотите от этого подальше держаться. Они видят вас по карте сова мудрой. Может быть, даже женщина, которая вот смогла от этого всего отстраниться и выбрала свой путь, свою дорогу, карта судьба. Женщина, у которой хватило мудрости, может не растворяться в вот этих всех каких-то там, опять-таки, повторюсь, интригах. Женщина, которая выбрала свою судьбу и идет, может быть, даже опираясь исключительно на себя, не привязываясь даже к вот этим прошлым каким-то там выяснениям отношениям. Женщина, которая смогла выйти из тут болота иллюзии. Может быть, где-то наивность в прошлом была, да, где-то вот эти наивные мечты, иллюзии. И вы в этом, как в болоте, может быть, вас осознанно даже старались держать, манипулировать этим. Карта оморочка. Осознанно кто-то пытался вам лапшу на уши навешать, ну, навязать свои правила игры. А вы смогли из этого выйти. Вот раздражает то, что у вас хватило мудрости по карте сова разобраться и выбрать себя, свой путь. И выбраться из этого болота, из этих иллюзий, из вот этих вот каких-то двойных стандартов. Тут какое-то такое гнилое болото вот вас в прошлом окружало, и вы смогли из этого всего выйти. Так, по их мнению, опять-таки раздражает где-то, может, многие считают вас карта молитва и карта подкова, счастья. Тут, может, даже какая-то ваша правильность, типа, да, может быть, даже принципиальность ваша. Но при этом они считают вас, тут карта подкова, это счастливчик, женщина, которая, ну, по их мнению, делает правильный выбор. Вот тут так. Женщина, которая в прошлом, может быть, по созависимым отношениям, по влюбленным, да, тут, видите, мужчина, художник, да, тут рисует, как-то пишет портрет своей этой натурщицы. Она тут вся в каких-то этих, чуть ли не кровопотеках, располосованная спина. То есть какой-то тут мазохизм даже, можно сказать, с ее стороны проигрывается. Желание этому мужчине угодить, служение, жертвенность какая-то. Давайте так, это не привязывать к взаимоотношениям, в нашем случае мужчина-женщина. Может быть, в прошлом вы
могли на какие-то соглашаться взаимоотношения. Может быть, это рабочие, в смысле, ну да, там рабочие взаимоотношения и, в принципе, общение между там какое-то близкое окружение. Какие-то, может быть, форматы соглашались, закрывали глаза на какие-то проявления. Может, вам трудно сказать было нет. Это вот все сюда, девочки. А сейчас как будто бы вы боретесь с этими своими вот страхами. Страх может быть даже отторжение, страх отстоять себя, свои рамки, границы. Но вы с этим боретесь, вот мне показано. И карта Земля, туз Земли. Раздражаете своей стабильностью. Им кажется, несмотря ни на что, вы очень стабильны. Туз Земли — это женщина ценная на самом деле. Женщина, которая, повторюсь, вот карта судьба, выбирает себя, свои какие-то уже желания, потребности ставит на первое место. Как будто бы реально женщина четко уже понимает, да, кто ей хочет лапшу на уши навешать, кто хочет использовать, проманипулировать, кто хочет опять-таки вот эти каких-то иллюзиях ее там, ну, скажем так, держать, да. Как будто бы вы во всем этом разобрались. Вот это раздражает. И раздражает тем, что осознанно, мне кажется, вот тут они видят то, что вы осознанно выбираете абсолютно свой путь. Он будет не похож ни на чей. Тут как будто бы вы осознанно хотите прожить свою жизнь, вообще не похожую, не хотите сценарии эти повторять. Может, окружение какого-то. И вообще вас видят вот подкова, как будто бы, если даже вы выбираетесь из каких-то тут тяжелых ситуаций, как карта прошлое, да, все-таки, вот они видят, что это все к лучшему, даже если, может, в моменте там какие-то у вас, ну, там, в моменте там переход, допустим, переходный период, да, вы там что-то можете потерять, какие-то там плюшки, то по большому счету, если смотреть глобально, то вы приобретаете. По большому счету, как будто время проходит, и они смотрят и видят, да, она мудро поступила, она все сделала правильно. Хотя в моменте, может быть, даже вас там не совсем они понимают. А сейчас, вот, помимо того, что они видят, что вы выбираете свой путь, свою судьбу, свою дорогу, да, а тут еще раздражает то, что туз Земли, это как ни крути, это материалка, это стабильность. Они видят, что вы не теряете в стабильности, наоборот, гармония, стабильность приобретаете. И при этом они прекрасно понимают, что вы действительно же, это не очень легко вам дается или давалось. Тут карта страхи, вы можете идти во что-то новое, как бы рисковать. Вот. Но при этом они понимают, что у нее все получается. Все, вот такой расклад, девочки, сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.